Всем привет! Взял я вот такой материал. Сейчас хочу попробовать, посмотреть, как это будет выглядеть и что получится. Тут сплошное олово, серебра-то и не видно сразу так. Это скусы серебросодержащих деталей, там где было олово. Когда готовил материал к меланжу, все олово скусывал и скидывал в эту кучу. В основном это были контакты, ушки, места для припоя. Есть вот такие без олова, но луженые, наверное. Серебра на них не видно. Не знаю, есть оно тут или нет. Есть вот такие, прям с кучей припоя, все залито. Все скидывал в кучу без разбора. Несколько штук вот таких дисковых конденсаторов. Они стоят в телевизионных тюнерах, в экранированных коробочках, там где золотые транзюки ищут. Они залиты по бокам припоем. Хочу посмотреть, как поведет себя припой в меланже. В азотке, как известно, олово образует металлооловянную жижу, которая не дает потом работать. В данном случае будет серная кислота, и в нее добавлена мячная селитра. Насчет пассивации серкой припоя я не знаю. Посмотрим, будет ли оно растворяться и мешать каким-то образом. Ну, понятен, думаю, мой хитрый замысел. Давайте уже закидывать все в реактор. С серной кислотой работать нужно обязательно в перчатках и защитных очках. Она очень опасная. Ну и вообще с кислотами под вытяжкой и хорошо проветриваемом помещении. Здесь уже готовый раствор серной кислоты 200 мл и 30 грамм аммиачной селитры. Заливаю все туда и оставляю при комнатной температуре смываться. Пусть стоит. Прошел 1 час времени. Думаю, хватит ему. Пока все как обычно при меланже. Ничего необычного. Олово сидит на месте. Если бы я решил предварительно припой стряхнуть, то места, где он был, все равно были бы в олове. А там, где его не было, заморал бы еще больше. Поэтому не стал этого делать. Там, где медь, торчат красные концы. Там, где латунь, желтые. Все смылось. Остался припой на основе. Никакой мути оловянной пока не вижу. Раствор грязный, как и всегда, в принципе. Солью его в банку. Коричневый он. Наверное, в нем куча палладия. А детали сыплю в другую банку. Посмотрим, что будет в хвостах. С хвостами я всегда одинаково поступаю. Подробно есть в предыдущих видео, где делаю меланж. Заливаю все обычной водой. Все, что там осталось, выпадет на основу в осадок. Потом его забираю. Сейчас раствор надо разбавить вдвое примерно. Налил предварительно дистиллированной воды. И в нее уже осторожненько выливаю концентрат. Очень осторожно, так как раствор начинает вскипать и все может убежать. Оставляю его до следующего дня. Сейчас он кипяток. После остывания, возможно, выпадет сульфат серебра. Пускай обе банки настаиваются, все реакции доходят до конца. На следующий день выпало немного сульфата и еще какой-то кирпичной пыли. Не знаю, что это. Отфильтрую раствор. Никакой металлооловянки нет пока. Но это пока. А осадок, что на дне, ставлю растворять в обычной воде. Сульфата там немного, поэтому воды потребуется тоже немного. Подробно, как работаю с сульфатом, тоже есть в предыдущих видео про меланж. Раствор отфильтрованный. Фильтровался без проблем. Сейчас сразу выбью хлорид серебра обычным плотным раствором поваренной соли. Ну вот, даже серебро там есть, оказывается.
Промыть только надо его хорошо. Итак, что я тут нахимичил? Этот хлорид тот, что я осадил сразу из основного раствора. Этот хлорид чуть ли не столько же выпало с того, что я растворял сульфат в воде. Все вместе это соединю. А сейчас займусь хвостами. Вот они какие страшненькие, грязненькие. Весь осадок, что выпал, соберу. Проблем нет в этом. Проблемы, возможно, будут потом. Собрал его. Что-то похожее на осеннюю грязюку. Буду растворять его в электролите с селитрой. Фильтровать и осаживать из него хлорид. А вот и нет. А растворил его. Пытался сейчас что-то фильтровать там, мучить его и так и сяк. Нифига. Вот на этом этапе металлоловянка себя проявила в полной красе. Но это следовало ожидать. И даже в принципе так и должно было быть. Поэтому не буду даже заморачиваться со всем этим. В данном случае смысла нет в этом. Так как тут были только оловянные скусы и серебра немного. Если бы это были целые контакты с оловом, там уже другая история. А нафиг это все. Буду восстанавливать нормальный хлорид. Промыл его, вроде чистенький. На этом этапе проблем не было никаких. Алюминием буду делать. Налил воды дистиллированной, алюминия туда и соляной кислоты немного. Осадок после восстановления алюминия мне нравится. Хороший получается, чистый. Вот и в этот раз он получился таким, какой и всегда получается. Сейчас посмотрим, сколько вышло, и можно будет подвести уже итоги всей работы. Нормально плавился. Шлаков сильно никаких не было. Впрочем, все как обычно. Плавлю я вот в таких тигельках самодельных. Сделаны они из обычной глины. И просто обожженные в обычной печке. Вот так это выглядит примерно. Плавится быстро, так как температура накапливается и сильно никуда не уходит. Это еще не пользованный, новенький лежит. Хватает надолго. Не лопаются, не трескаются. А вот в этом плавил очень много раз. Давайте покажу его кратер. Вот в последние разы уже стал отслаиваться кирпич и прилипать к коралликам. Просто для пробы сделал и вроде даже нормально. Давайте взвесим их. Хотя дело совсем не в количестве. 5,61. Я вообще удивлен, что в этом было столько серебра. Вот где оно тут? Толком и не видно его. И тем не менее 5,5 грамма тут. Но затевал я этот процесс не ради содержания, а для того, чтобы посмотреть, как будет вести себя припой в меланже. И вот в самом меланже в процессе смывки никаких проблем не было. Все как обычно. Олово сидит на месте, металлоловянка не мешается. Ну а после промывки хвостов, там уже, конечно, что и следовало ожидать. Конечно, если материал, допустим, те же контакты с оловом, там, может быть, и стоит подбирать остатки. В хвостах остается до 50% примерно. И если материала много, то, конечно, хочется их забрать. Вот только как это сделать? То, как делал я, сами видели. Залить солянкой или раствором соли, остатки выпадут в хлорид, и все равно там будет металлоловянка. Забирать хлорид аммиаком потом тоже не знаю, что из этого получится. Как варианты, это промыть небольшим количеством такого же раствора серки с азоткой, тогда нормально все будет. А я пока считаю и буду делать так, что в золоте, что в серебре, не лениться, скусывать олово и делать отдельно. Хотя многие это делать не будут, да и приноравливаются все по-разному, по-своему. Ведь, казалось бы, одно и то же дело, а посмотришь, кто как делает, все по-разному. Но да ладно, на этом все. Всем пока.